В Бискайском заливе у берегов Испанской Галисии 13 ноября 2002 года однокорпусный танкер «Престиж», ходивший под багамским флагом и перевозивший нефтепродукты, попал в сильный шторм. Судно не выдержало удара стихии, в результате чего в его корпусе образовалась трещина длиной 35 метров. Танкер «Престиж» 30 октября 2002 года вышел в открытое море из порта в Санкт-Петербурге. В его трюмах было примерно 77 тысяч тонн мазута. Танкер держал курс на латвийский портовый город Вентспилс, откуда должен был направиться в Гибралтар и в конце до крайнего пункта города-государства Сингапур. В дальнее плавание на танкере отправились 27 членов экипажа во главе с капитаном судна. Через 2 недели, 13 ноября, когда «Престиж» уже зашел в воды Атлантического океана и находился у берегов Испанской Галисии, его застал сильный шторм. Вследствие непогоды в корпусе танкера образовалась трещина, которая достигала 35 метров. В тот же миг в воду начал выливаться мазут, и капитан немедленно подал сигнал бедствия. К танкеру отправилась лодка береговой спасательной службы. По прибытию спасатели уговаривали капитана покинуть судно, однако он отказался. Капитан считал, что танкер еще удастся спасти, поэтому позволил эвакуировать только экипаж. Таким образом, на борту «Престижа» остался только капитан и его первый помощник, которые ожидали дальнейших инструкций, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Он запросил в ближайшем порту разрешение на вход в гавань, однако получил отказ. Начальник порта обосновал это решение тем, что мазут, который уже в то время вытекал из танкера, нанесет побережью экологический ущерб. Аналогично ответили и отказались принимать корабль и в соседней Португалии. На следующий день правительство Испании распорядилось отбуксировать танкер в океан, подальше от побережья Галисии. Они боялись, что судно в конце расколется, и весь мазут из него выльется вблизи их территории. Эти предположения в итоге оправдались. Через 5 дней с начала спасательной операции, 19 ноября, танкер раскололся и пошел ко дну, осев на глубине 3700 метров. Мазут быстрыми темпами продолжал вытекать из затонувшего судна. Ежедневно в океан попадало 125 тонн нефтепродуктов. Нефтяное пятно, образовавшееся на поверхности, тянулось на 4000 метров. 77 тысяч тонн мазута загрязнили территориальные воды Испании, Португалии и Франции. Больше всего пострадало западное побережье Галисии, которое накрыл густой черный слой нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в регионе за всю историю. Рыбная промышленность и туристическая индустрия понесла огромные потери. Пострадали местная флора и фауна. Вследствие загрязнения погибло 115 тысяч птиц. Устранять последствия экологической катастрофы взялись добровольцы со всей Европы. Более 300 тысяч волонтеров и тысячи военнослужащих очищали от мазута прибрежные территории. Почти полностью ликвидировать отходы удалось только через год. Однако и тогда на отдельных туристических пляжах можно было встретить специальных работников в защитной одежде, которые продолжали очищать берег от остатков нефти. Общий ущерб от загрязнения оценили в 4 миллиарда евро. Местные власти сосредоточили усилия на очистке судового пространства и до последнего уверяли общественность, что все под контролем. В течение нескольких дней после трагедии чиновники упорно отрицали факт экологической катастрофы, чем существенно подорвали доверие общества. Кроме того, не были применены никакие меры, чтобы обезопасить территорию от дальнейшей утечки остатков мазута. Правительство было убеждено, что на такой глубине отходы замерзнут и не составят угрозы флоре и фауне океана. В итоге, через 4 года, в воду все-таки вылилась еще часть вещества. В 2004 году при помощи дистанционно управляемых подводных аппаратов в корпусе танкера были проделаны отверстия, через которые был откачан оставшийся мазут, порядка 13 тысяч тонн. Также были заварены трещины в танках. Общая стоимость всех проделанных работ превысила 100 миллионов евро. Расследование причин аварии длилось на протяжении 8 лет. Испанское правительство подверглось критике за его решение отбуксировать аварийный танкер в море, где оно разломилось, а не в порт.
Отказ позволить танкеру укрыться в закрытом порту был назван одним из основных факторов, способствующих масштабу катастрофы. Также рассматривалась ответственность экипажа. В конце концов, 13 ноября 2013 года суд признал экипаж судна и правительство страны невиновными, придя к выводу, что главной причиной катастрофы стало плохое техническое обслуживание судна. Единственным, кто получил уголовное наказание, стал 78-летний капитан, 9 месяцев лишения свободы за неподчинение приказу властей увести судно как можно дальше от испанских берегов. Эта морская экологическая катастрофа стала крупнейшей в истории Европы.